Всем привет! В моих роликах я часто обрабатываю сталь высокоскоростным шпинделем, и меня в комментариях спрашивали, что это за шпиндель. Так вот, это обычный шпиндель воздушного охлаждения мощностью 2,2 кВт с максимальными оборотами 24 тысячи. Это, пожалуй, один из самых распространенных шпинделей в самодельных станках ЧПУ, но обрабатывает им в основном дерево и в меньшей степени цветные металлы. Дело в том, что обработка стали требует низких скоростей резания и оборотов шпинделя, а на таких оборотах высокоскоростной шпиндель не может развить ни момента, ни мощности. В этом видео я поделюсь своим опытом и расскажу, какими фрезами, на какую глубину, с каким шагом и при каких подачах все-таки можно обрабатывать сталь, если вдруг появилась такая необходимость. Ну и в конце будет небольшой показательный эксперимент. Для начала нужно определиться с терминами, которые я буду использовать. Осевой шаг или шаг по Z – это расстояние, на которое заглубляется фреза при каждом проходе. Если проход один, то я просто буду говорить глубина резания. Радиальный шаг или просто шаг – это расстояние, на которое сдвигается фреза в горизонтальной плоскости при проходах. Подача – это скорость перемещения фрезы относительно заготовки. Чем больше эти параметры, тем быстрее фрезеровка, но больше нагрузка на инструмент и станок. В основном можно выделить два случая. Это когда вам нужно выровнять плоскость, здесь малая глубина резания и большой шаг. И во втором случае это обработка кармана. Например, в этом случае мне нужно было сделать углубление под подшипник. Здесь наоборот, глубина резания побольше, а шаг поменьше. Проще начинать с маленьких фрез. Они меньше нагружают шпиндель и стоят дешевле. Если сломаете, то не так жалко. Предпочтительнее брать фрезы с 4 зубами. Они крепче, и подача у таких фрез тоже больше, чем у двухзубых или трехзубых фрез. Так я поступил, когда мне нужно было подготовить плоскости под направляющие для моего станка из бетона. Я купил 3 фрезы диаметром 4 мм. Одну сломал почти сразу, зато 2 оставшимися удалось снять довольно много материала. Рабочие обороты для фрезы 6800. Подача 700 мм в минуту. Максимальная глубина резания 0,2 мм. Если глубина будет больше, то шпиндель забуксует и фреза сломается. Если превысить обороты, то фреза начинает перегреваться, может даже раскалиться до красна. Но если не превышать эти параметры, то ничего страшного не случится. Я за раз снимал 1,5 десятки. Радиальный шаг фрезы был 80%. Поверхность мазал маслом. Конечно, дело шло медленно, но это же не руками ручки крутить. Так я ковырялся, пока фрезы не сели полностью, и пришлось пробовать фрезеровать 6 и 8. Пришлось менять настройки частотника, так как изначально минимальные обороты установлены на 6000, а мне нужно было 4800. Для 6 это нормальный оборот, для 8 завышенные, но меньше ставить не надо, шпиндель не потянет. Подача для таких фрез 750 мм в минуту. Радиальный шаг те же 80%. Для 8 это 6,4 мм, и обработка идет в 2 раза быстрее, чем 4. Максимальная глубина резания, на удивление, тоже 0,2 мм, шпиндель нормально тянет. В общем, 4 лучше использовать для обработки по контуру. Например, вырезать из тонкого листа какую-нибудь звездочку для велосипеда. А равнять плоскость лучше фрезами 6 и 8 мм. И еще очень важно сделать наклонное врезание, чтобы фреза постепенно входила в заготовку, иначе итог один. Шпиндель буксует, фреза ломается. Теперь фрезеровка кармана. Глубина резания чем больше, тем лучше. Но если не получается за один проход, например, длина режущей кромки 12 мм, а фрезеровать нужно на 18 мм, то тогда делим пополам. 2 прохода по 9 мм. Подачи здесь такие же, как и для обработки плоскости. 700-750 мм в минуту. Радиальный шаг 0,2 мм. Хотя свежая фреза может срезать и 0,3 мм за проход, но чувствуется, что шпинделю тяжело. Плюсом такой обработки является то, что используется почти вся длина режущей кромки, и износ распределяется равномерно. Соответственно, срок службы фрезы увеличивается. Здесь наклонное врезание еще важнее. Лучше вообще подводить инструмент сбоку. Я, например, в месте врезания просверлил отверстие, в которое опустилась фреза, и начала обработку уже на большой глубине. Но если нет возможности, то нужно врезаться как можно медленнее, чтобы не снимать больше 0,2 мм за проход. В принципе, при нечастой обработке стали этих режимов вполне хватает, чтобы медленно и уверенно грызть сталь.
Но есть еще один метод, который позволяет в разы ускорить обработку и идеально подходит для высокооборотистых шпинделей. Оказывается, при увеличении скорости резания силы резания сначала возрастают, но при превышении определенного значения, наоборот, начинают уменьшаться. Почти все тепло отводится стружкой, а инструменты и заготовка греются мало. Основные условия для такой обработки — это резать на всю глубину за один проход, это мы уже умеем. Угол контакта фрезы и заготовки должен быть минимальным, нужно снимать тоненькую стружку, то есть радиальный шаг должен быть маленьким, но это мы тоже умеем. Более того, мы по-другому и не можем, шпиндель просто не потянет. Также важна плавность траектории и избегание острых углов. Инструмент не должен резко менять направление движения. Здесь нужно изучать продвинутые программы создания траекторий. И еще крайне желательно иметь обдув зоны резания воздухом. Выдувается вся стружка и охлаждается фреза. У меня такая система есть на моем маленьком станке. А теперь наглядный эксперимент. Есть такая модель паза. Глубина пазы 9 мм, ширина 20 мм. Применяем трахеидальное фрезерование. Это когда фреза двигается по кругу и немножко вбок. Получается плавное движение по спирали. Начнем с подачи 700 мм в минуту. Глубина резания 9 мм, обороты шпинделя 4800, срезаем 0,2 мм за раз. Скорость резания 90 метров в минуту. Сводка траектории показывает, что на такой паз уйдет 20 минут. Режет отлично. Пробуем повышать параметры сразу в 2 раза. Обороты шпинделя 9600, подача 1400 мм в минуту. Субъективно шпинделю стало легче, на больших оборотах в него повысилась мощность. У фрезы дополнительных звуков не появилось. На паз пойдет теперь 10 минут. Добавим еще. Теперь обороты и подача в 3 раза больше изначально. У фрезы появился небольшой неприятный звук при врезании, но не критично. Теперь паз вырежется за неполные 7 минут. Ну и докрутим до конца. Матч 3 позволяет увеличить подачу относительно заданной в программе только на 250%. Я задавал 1000 мм в минуту, поэтому максимальная подача будет 2500 мм в минуту. Обороты 17000. Неприятный звук у фрезы пропал. Субъективно фрезе стало легче резать. Похоже, это началась высокоскоростная обработка. Примерно такие же параметры я видел в таблицах по высокоскоростной обработке. При такой подаче на фрезеровку уйдет 5 минут и 40 секунд. Кроме того, теперь мощности шпинделя хватает, чтобы увеличить шаг фрезы и снимать по 0,3 мм за проход, что сократит время обработки еще в 1,5 раза, и получится вместо 20 минут мы вырежем паз за 3 минуты 45 секунд. Видно, что охлаждения хватает, стружка нормального цвета, не перепаленная. Вот такой паз получился. На боковых стенках видны небольшие гребешки, так как между двумя круговыми проходами есть расстояние. Решается чистовым проходом, которого я не делал. Но вообще качество поверхности хорошее. Я думаю, если когда-то мне попадется титан или нержавейка, то я тоже смогу его обработать таким высокоскоростным фрезерованием. Вот такие режимы обработки я использую при фрезеровании стали. Если видео было полезным, ставим лайк и подписываемся на канал. Всем пока!